Если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать это достаточно просто, зайти в магазин, в раздел «Ежемесячно» и здесь вот нажать «Ввести код автора». Код автора я указываю в каждом видео, в описании, и вы видите его на экране. За ввод кода вы получаете доступ к некоторым скидочным наборам, вот эти вот со значком вот этим. Также вы получаете небольшой подарок в виде одного гелиолита. Также в описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал, я вам за это премного благодарен. И в очередной раз здравствуйте, опять же глобальный сервер, опять же 20-й день сезона и скоростные прохождения, 3-й этап. На этот раз у нас команды Темной Молнии. Это у нас получается молния омертвления. Давайте посмотрим, кем у нас проходили Ядовитую могилу. Начнем с нее. Она отличается от остальных, потому что здесь целей много, и лучше всего здесь справляется товарищ Волк. Волк оказывается нам товарищ. И команда вот такая теней. Первое место, 10 секунд. У нас здесь у всего топа разница по 10 секундам. И в компании они с Тиамат. Почему Тиамат? Потому что целей много, и разлом накладывает Тиамат очень даже неплохо, учитывая, что бьет по всей карте и бьет 2 раза. Я не отличался особой оригинальностью, я просто повторил. Единственное, что я изменил некоторое снаряжение. Я поставил больше сетов на скорость атаки, потому что с ними тени наши стартуют раньше. Со снаряжением у меня, как видите, не очень хорошо. Мало просвещенности, мало атаки. Но что поделать, что есть, то и есть. Аспальта, Сейр и также Тиамат. Код тот же самый. Я поставил вот этого на увеличение атаки, так как у нас здесь дымки умирают, и мы получаем сразу 18% атаки. Так, и топ-3 у нас. Что у нас здесь? То же самое, только у нас с Эстайон. Кстати, как вариант, возможно, что мне стоило сделать именно с Эстайон. Потому что помимо того, что она, видим, что ускорения очень много нужно ей. Ей нужно успеть до того, как разгонятся наши тени. Соответственно, желательно очень много ускорения. У нее здесь 5-е пробуждение. Ускорение навыков плюс 2, плюс 3 и сета. 2 кусочка сета. Тогда она успевает накладывать, во-первых, разлом рано. Во-вторых, она успевает снимать усиление, которое накладывает Гарпия на себя. На снижение урона. Так, код вот такой вот у него. Что ж, давайте посмотрим. Топ-1 вариант. Расстановку я копировал у него. Хотя я плохо скопировал, у меня Дафна здесь стоит. Ну, обратите внимание на порядок, да, здесь получается так, что сначала Дафна, затем Тиамат, затем Сейр, а затем вместе Аспальта, вместе с Саверио. С волчонком с нашим. Бешеным. Ну, свою я показывать не буду, там все то же самое. А вот эту вот с Эстайон давайте посмотрим. Тоже расстановка похожая. Эстайон ставим так, чтобы штраф к защите попадал на Гарпию. Эстайон. Кстати, а Эстайон не успевает. Я столько говорил про ускорение, а она не успевает. То есть Гарпия сначала накладывает себе усиление, а потом уже они ходят. Ну что ж. Сложно угнаться за молнией. Ой, за тенями. Сложно угнаться. Они у нас шустрые. Так, 10 секунд. И уже здесь 11. Тоже у нас тени. Здесь у нас пошли через неустрашимых. Но здесь видим, что Гуинавивер на 5-е. Поэтому справляется неплохо. Небесный аскет тут выживает с помощью желудя. И Зефи. Зефи даже пришлось поставить. Ну, вот так вот. Вот так вот. Давайте мы посмотрим эту проходку. Так. Ой, смотрите-ка, 12 секунд. Тоже Зефи. И никаких 5-х Гуинавивров. Давайте тогда лучше вот эту посмотрим. Все-таки она будет более показательная. Хотя давайте и эту с 5-й, и ту посмотрим. Расстановка. Очень быстро ходит Зефи.
Зефи здесь не просто дает неуязвимость, она еще и снимает усиление с гарпи. Обращаем на это внимание, да? Так, товарищ Алекс здесь танкует, уже понятно, аскет. Довольно-таки шустро на самом деле. Для команды, которая играет в одну цель, очень даже неплохо. Всего 2 секунды разницы. Так, здесь у нас то же самое, но заметно, кстати, заметно похуже. Но при этом 18 секунд, и здесь нету никакой зефи. Ну возможно, что из-за этого-то и проблема возникла. Для тех, у кого нету зефи, давайте я покажу. Явно здесь кто-то умирал. И поэтому так долго. Ну и плюс ко всему, никто не снимает усиление. Ух, ничего себе, на самом деле очень даже неплохо. Под конец они так разогнались, да, что и щит пробили, и вообще как бы шикарно. Давайте я вам покажу снаряжение. Ну вообще, я вот эти таланты убирал. Они рассчитаны на долгую игру. А какая здесь долгая игра, когда бой длится всего 10 секунд? Ну, 10-18. То же самое где-то здесь уже было. Вот это вот. Зачем это? На каждые 8 ударов. Так сколько она их нанесет там за 10 секунд? По идее, надо было... Я вот ставил вот такой вот. Ой, а я не здесь играл. Это в следующих командах. В общем, я другие таланты ставил, потому что от этих толку, мне кажется, не будет. Ну, просто времени не хватит, чтобы поднакопить. Так, здесь он пошел через глубинного дара. То есть не стал использовать аскета для танковки, а поставил глубинного дара, у которого есть неуязвимость, который штраф атаки накладывает массово, разломы все вот эти кидает. Ну, интересный вариант. Хотя, по сути, он не отличается особо. Все то же самое. Големчик. Такой слабенький големчик. Что у нас здесь еще интересного? То же самое. Здесь у нас Ирмуш с Гришнаром. Ну, время понятно. Зато спокойно, уверенно, без всякой спешки, да. Здесь вот так вот пошел. Двойная схема, один с неуязвимостью. Второй подлечивает с неуязвимостью. И пока они этим занимаются, танкуют, здесь еще и олень. Эти трое делают свое дело. Но 31 секунда. Здесь у нас с волком сквизитий. С волком я имею в виду 2 волка уже. 35 секунд. Интересный состав, но суть та же. Так, здесь он попробовал через анализис. Сильный состав, но время не сильное. Тем более связь стихий разбита. Здесь опять же разбита. Здесь у нас и Урион. Так, ладно. Давайте уже проскочим их. Потому что мы здесь ничего нового не увидим. Я так понимаю, здесь просто уже люди занимались ерундой. В том числе супербюджетные команды, да? Ну как супербюджетные? Еще попробуй этого Беренгара найди. Но при этом Лильванис, да, которая у многих есть, без артефакта, непонятно в чем одетая, таланты тут не те. И это, я так понимаю, первые проходки, когда у нас уровни только открылись. И 2 минуты 15 секунд. Ну понятно, что если нету неустрашимых, нету теней вот этих вот всех, то можно, кстати, за минуту Лильванис плюс 5, пожалуйста, всего лишь нужна Лильванис плюс 5. Лильванис здесь справится. Побольше жира, она, правда, долго разгоняется, но зато пройдет. Вполне возможно, что на вашем сервере больше и не надо. Так, это у нас была ядовитая могила. Здесь у нас, получается, проклятая могила. Я не знаю, я еще попробую перекрутить. У меня чуть-чуть не хватило по времени, чуть-чуть. Я вроде бы могу, но там нужно играться с ускорением. Вообще, у этой команды чаще всего очень высокий урон с запасом. Единственное, что нас тормозит, чаще всего это отсутствие ускорения. Я попытался без ущерба для урона накрутить ускорение. Ну, у меня с рунами беда. По идее, если бы они все раньше стартанули, я попробовал и на стенки добавить. 12 всего нашел. И ему добавить, чтобы он очень рано наложил разлом. Судхи обязательно, потому что очень медленно стартует.
из-за нее они где-то на секунду раньше стартовали. Ну или на полсекунды. То есть несколько десятых секунд из-за сутки проигрывали. Мне пришлось добавить как можно больше ускорения. Единственное, что много его не получилось. И то же самое с Эстайон. Не, с Эстайон, кстати, ей не нужно ускорение особо, потому что от нее требуется просто наличие на поле боя. Просто наличие на поле боя дает все, что она должна делать. А вот ускорение уже важно для них. Я здесь пробовал Стариволом, почему я его отсюда убрал, потому что, во-первых, я ему давал ускорение, да, но он все равно, пока он ультанет, пока он разгонится, он здесь хуже играет. Я его даже с часами ставил, нет, не помогло. То есть Судха с ускорением здесь лучше и с Эстайон. Эстайон не надо ждать, да, она сразу дает разлом защиты. Поэтому вот так вот, 10 секунд. Я попробую еще покрутить с ускорением, и я думаю, что я смогу его обогнать. Тут у нас то же самое, да, только с Тариволом и 5-я Живеньев. Показывать не буду, та же самая команда, что у него была. Хотя ладно, давайте покажу. Но и опять же, я говорю, здесь вот эти таланты, мне кажется, избыточные. Ну да, на старте может, тут сколько у него, 17 и лишних процентов крит шанса. Ну, 17% крит урона получит. Но мне кажется, лучше ее талант эксклюзивный, там сразу урона выше будет. То же самое вот с этим талантом. Ну ладно, там разница небольшая. По-моему, такая же команда у него, как и была. Судха здесь на разломе. А Аскет уже с часами. Так, а зачем тогда Аскет здесь вообще? А, для заливки, я понял. Он заливку здесь сильно быстро делает. Интересный вариант. Да, отличается команда, не зря показал. Давайте мы ее посмотрим. Мою тоже посмотрим. Так, здесь у нас 10 секунд, такая же версия. Единственное, что здесь Аскет уже на разломе. Давайте, топ-1. С Аскетом, который с часами. Ну вот смотрите, здесь Таривол зачем вообще? Зачем он? Он здесь даже не ультанул. Тут кого угодно, тут даже по идее Шагрола поставить гораздо будет выгоднее. Но он здесь опять же даже не нужен. Единственное, что как нужен, потому что он быстрее Судхи даст залиться. Хотя, учитывая, что Судха и так... Ой, Судха, Аскет. Он и так рано стартовал, очень рано. После того, как он стартовал и сделал заливку, они все равно там еще секунду, полторы-две еще добирали энергию. Поэтому тут ускорять еще больше Аскета нету смысла. Вот посмотрите, у меня они ходят, можно сказать, тютя в тютю. Ну, то есть прям впритык. Аскет почти сразу же эти две, и тут же Судха. Единственное, что Судха, вы видите, что где-то, наверное, десятую, может быть 2, может быть 0,3 секунды Судха имеет окно. То есть после них еще задержка идет, только потом Судха начинает. Вот поэтому можно ускорение побольше добрать. И я думаю, что я смогу его обогнать, а может быть даже до 9 секунд доведу. То есть 9 с чем-то. Так. Фес. То же самое, только у нас здесь Ивелиус. Justice. То же самое. Алекс. То же самое, да? Да. Тагун. То же самое. Верц. И здесь также. Инфернал, я так понимаю, еще не отбивал пока что. У него старая проходка. С начала игры он как всегда ждет. Ой, настоящий последователь Морфа, да? Ночной житель, наш ночной житель. Который ночью начнет отбивать все проходки. И только с утра я увижу, что он везде на первых местах. Понятно. Понятно, но он не парится, он на чили, на расслабоне. Так, Торнадо, он вот здесь с Персеем. Возможно, что тоже первая проходка. А нет, ну навряд ли первая проходка. Возможно, что это уже на скорость. Ну, также, короче, в перемешку уже пошли дальше команды, где не 5 ДД, а уже начинается перемешка с танками, с героями поддержки какими-то, с теми же Зефи и все такое. То есть здесь, в принципе, смотреть нечего больше. Вот, пожалуйста, даже через перкунта, правда, 3 минуты. 3 минуты, офигеть. Очень много поддержки и 3 минуты. Ну, все-таки это перкунта. Так, это у нас была проклятая могила. Давайте посмотрим гнилую могилу. Здесь тоже у меня в 10-й доли секунды разница. Та же команда у него. Так, с часами? Да, с часами. То есть я ее снова показывать не буду. Та же самая команда. Я здесь снова с сундуком пошел. Если я думаю, что если я еще с ускорением поиграюсь, то смогу его догнать и, может быть, обогнать. Но у меня с рунами плохо очень. Мало ускорения. Мало. В остальном здесь ничего не отличается.
Так, Влад. Влад то же самое, как и был. Ну, в принципе, здесь показывать команды смысла я не вижу, потому что они здесь абсолютно все одинаковые. Единственное, что Александр у нас пошел через теней. 16 секунд. Ну, наверное, просто попробовал, сколько они будут бить. Ну, они в одну цель плохо бьют. На самом деле, очень низкий урон. Учитывая, что 5 ДД, да, казалось бы. Шустро разгоняются, но урон очень слабенький. Очень слабенький. Кстати, у него атаки маловато. Я еще на свою жаловался. У него атаки маловато. А, ну у него на 100 чем-то просвещенности больше. А, вот в чем дело. Торнадо. Дионис. О, Денис, здорово. Ничего себе. Ты посмотри, в каком ты топе. Топ-15. Мощно. О, у тебя тоже Маштур есть. Мощненько, мощненько. Причем в 2 ДД, 23 секунды. О, с колоколом. Прикольно, на самом деле, прикольно. Так, здесь у нас такой вот вариант. Даже с Осой. А что Оса делает? Усиление защиты и лечение, да? А, если на цель делается. А, лечение. Лечение, и если на цели есть усиление защиты, то еще лечение. Понятно. Интересный выбор. Хотя не факт, что обязательно. Нужный, то есть. Ой, здесь у нас какой-то винегретик пошел. Интересненький. Одна неустрашимая и куча всего интересного вместе с оленем. Так. Ну, понятно, ладно. Так, что у нас дальше? Нечестивые руины. У нас здесь ничего не поменялось, но я каким-то образом... А, нет, хотел сказать на первое место, я что-то попутал. Все то же самое, 10 секунд. Тот же самый топ-3. Те же команды, все то же самое. Поэтому я их показывать даже не буду. И здесь у нас аскет с часами. Так, ладно, я действительно не буду показывать, потому что тут все то же самое. Все то же самое. Единственное, что десяточку. 14 секунд 15-ю. Денчик у нас и здесь тоже, да? Товарищ Денис, и здесь тоже 15-й. Как у нас все синхронно получается. Так, ну это самый быстрый показ, потому что, ну, вообще ничем не отличается. И так. Древнее поле битвы. Здесь уже поинтереснее, как всегда. Тут я смог каким-то образом, на первое место вылезти. На первое место. Что я здесь поменял? Я что-то поменял. Ну, во-первых, я сундук поставил. Во-вторых, так, у меня здесь Эстайон с бессмертием. Потому что... А, и сопротивление. Обратите внимание. Также вот этот сет. Здесь у нас что? Все то же самое. Здесь у нас все то же самое. Здесь то же самое. И здесь то же самое. В общем, я ничего не менял, кроме как вот Эстайон надел в сопротивление в сет. Бессмертие дал. И поставил сундук. Сундук у меня вот такой. С ускорением вот с этим. Давайте сразу посмотрим, пока свежа память, пока я только что показал. Здесь просто пошли люди вот таким путем. Сейчас вспомню. Хотя нет, никаким путем они не пошли, то же самое. Просто здесь нужно очень много урона, и с 5-м пробуждением особых проблем нету. То есть они в лоб, так сказать, пошли той же самой командой, что и до этого. Он же ничего не поменял, вы видите, да? Также часы у аскета, все то же самое. Но 5-е пробуждение дает такую возможность. У меня 5-го пробуждения нету, а урона здесь нужно действительно много. И я вот таким способом обошел. Обошел вот это требование, сейчас покажу как. Инфернал у нас опять же ничего не проходил еще, это у него старая проходка с 2 сапами. О, я чувствую, он нас, конечно, подвинет. Капец, если у него вот с такой командой 16 секунд, то я думаю, что если он постарается, там вообще, наверное, секунд 10 будет. 12, 11. Кошмар. Ладно, я же сказал, посмотрим, давайте посмотрим. Почему сундук? Потому что мы накладываем с помощью аскета очень рано разлом. Но рано не рано, но этого недостаточно, потому что, как уже я в прошлый раз говорил, босс вот здесь вот ваш разлом снимет. И для того, чтобы хотя бы какое-то время успеть с разломом побить его, я его замедляю. И тогда мы видим, да, что больше половины они уже сняли. Осталось где-то, наверное, процентов 30. И уже эти 30%, причем вы обратили внимание? Давайте еще раз, а то я просто сам не успел проговорить. Обратите внимание, что вот здесь вот уже разлом, здесь замедление есть,
Причем мы уже успеваем больше половины снять. И как только он снимает разлом, Аскет уже снова его накладывает. Смотрите, бамс, и уже снова разлом. Вот таким способом я обошел вот это требование на высокий урон. Если второй раз Аскет не наложит разлом, то, естественно, либо время будет другое, либо вы просто умрете. Потому что не успеете. И вот таким образом, без 5-го пробуждения, можно пройти за короткий промежуток времени. Так, а в остальном, я так понимаю, здесь команды особо не меняли, пошли нахрапом. А, нет, поменяли. Тут Маштура поставил человек 19 секунд. Оленя поставил, потом с живучестью проблемы, потому что появляются. Влад у нас тоже Маштура поставил 18. Не, возможно, кстати, это старые проходки. Да, скорее всего, это старые проходки. А может быть и нет, не знаю. Фес у нас, у него только 3-е пробуждение, 18 секунд. Он ничего не менял. Здесь, наверное, неуязвимость добавил, да. А, здесь неуязвимость добавил, чтобы они выжили. Здесь так, лечилка. Здесь без всего, чисто в урон. И здесь неуязвимость. То есть он раздал всем по неуязвимости почти, кроме нашей главной ДДшницы. Таким образом обошел это. Но 18 секунд. О, Денис. Уже на топ-9. 44 секунды. Куча поддержки. Похвально. 10 секунд. Ой, 10 секунд. 10 место. Здесь он пошел с Виньярой, с Персеем. 51 секунда. Здесь Виньяра и Эстайон, но 37 секунд сложность. Уже 11-я видим. Так, Лили, минута 50, 12-ю сложность. Я думаю, что Лильванис, да? Да, Лильванис у нее плюс 5-я, это ее главная команда. Так, Дарья наша. 11 место, ой, 11 место, сложность. Не стала париться. Ну и правильно, тут в какой-нибудь топ попасть уже хорошо. А ну-ка, где тут у нас? Какие там награды? Ну, он топ-30, пожалуйста. 6000. Ну, а что, плохо, что ли? Разница небольшая, с учетом тех цен, которые нужны сейчас для прокачки. О, не ту кнопку нажал. 59 секунд, пожалуйста, тенями. Причем в 2 ДД. Так, с артефактом? Да, с артефактом. 59 секунд, 11 слом. Неплохо, вполне себе неплохо. Минута 12, даже таким составом. И даже с легендарными сетами, вы посмотрите, кошмар. Какое снаряжение и какой результат. Вполне себе неплохо. Даже давайте посмотрим некоторые варианты. Ну, это слишком сильный вариант, при этом довольно-таки результат не очень. Здесь минута, ковыряли в 3 ДД. Ничего необычного. Олень. Так, ладно. Афросамурай, тут уже 10-я сложность. Ладно, так, вроде бы основные команды, вот эти главные, топовские, да, показал. Ну, а остальные команды, помимо топовской, ну, здесь ничего такого. Я надеюсь, что не нужно это каждый раз показывать, да. Там снаряжение, что-то вот это вот. Тут просто добавляют героев поддержки, самых лучших, которые есть в конкретной связи стихии, и все. Если у вас нету ничего из молнии омертвления, если вы новичок, опять же, как я говорил в прошлых видео, берете 2 ваших самых сильных ДД любой стихии, например, ледяной взрыв, там, либо это будет аура, например, да, там Таресия и Анализис, либо Дианта. И 3 героев поддержки сильных. Учитывайте нюансы босса, и все будет замечательно, и вы неплохо вполне закроете подземелье. В том числе то, на которое у вас лучших команд нет. Ну а на этом все. Останется последнее видео про нелегендарных. Надеюсь, я до вечера еще успею его сделать. Потому что я сам еще не проходил вообще. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.